Всем здравствуйте, мои дорогие! Это расклад для вас, и мы посмотрим тенденции текущих нескольких дней. Можно загадать себе вплоть до недели, и я для вас буду раскладывать карты ежедневное волшебство. Именно everyday, это ежедневное, чтобы посмотреть для вас, какие возможности даст вам каждый день. Приглашаю вас на расклад вот на этих картах. Сейчас при вас, вот смотрите, вот выложены все карты. Вот они. И при вас я беру. Итак, на текущий день или на текущее время, которое вы загадали, самое близкое к вам. Итак, четверка меча, мои дорогие, первая карта. И четверка меча говорит о том, что, может быть, с утра вы почувствуете себя как-то усталой, да? Но это ни о чем не говорит. Это может быть, вы съели вечером поздний ужин, или много сахара было, или же вечером о чем-то очень много думали и плохо спали. Поверхностный сон, когда нам сны снятся. И у вас был поверхностный сон, было мало глубокого сна. Но Луна говорит, что Луна все излечит. Это четверка, но это мечевая карта. 4 — это вот что-то из прошлого так поднялось, или вы встретили кого-то, или посмотрели фильм, и это напомнило вам о бывшем, или каких-то неприятностях и так далее. То есть эта карта говорит: не волнуйтесь, скорее всего связано то, что вы сейчас себя чувствуете не очень хорошо, с тем, что где-то какой-то негатив есть. Следующая карта вот намного лучше. Потому что у нас здесь уже с вами десятка. Это десятка пентаклей. Эта карта очень счастливая. Это когда у вас все хорошо, когда вы те трудности, которые вы прошли, они больше на вас не влияют. Когда вы себя чувствуете хорошо, когда с вами родные люди, любимые, когда у вас нет проблем никаких, когда у вас есть к чему стремиться, у вас есть деньги, у вас есть стабильность. Вы скажете: откуда у меня вот эта красота? Да будет, конечно, потому что карта так распорядилась. Карта показала, что вы готовы к переменам. Вы уже не хотите мириться с тем, что вас расстраивало, напрягало, что вам мешало, то больше с этим мириться не хотите. Вы хотите подняться вот с этой ситуации застоя. Четверка меча показывает иногда застой. Застой как в финансах, так и застой вообще в жизни, потому что вы боялись. Вас столько раз предавали. Вы чувствовали, что бы вы ни делали, вы бились как рыба об лед. Именно четверка меча. Но 4 меча говорит, что не думай, что что-то плохо. Поскольку, видите, здесь метла, это защита от негатива. Именно сейчас идет переход, защита от негатива, и входите в десятку пентаклей, то есть входите в благополучие. Еще возьму одну. Это карта Луна, это менталитет человека, это перемены, вас ожидают перемены. И менталитет, знаете, легкости. Вот знаете, вот легкость. Менталитет перемен — это карта прошлых жизней, это может быть карта кармических узлов, но в этом случае это развязанные кармические узлы. Когда вы не чувствуете на себе никакого давления, когда вы идете в свободное будущее, где есть взаимопонимание с близкими, где можно найти хорошую работу, где больше не будем бояться о том, что не будет там еды и так далее. Потому что ментальный фон — это тогда, когда человек знает, как заработать, знает, как помириться, знает, чего он хочет. Да, Луна всегда отвечает за менталитет. То есть у вас будут новые мысли, идеи, и все будет хорошо. А также вот эта пятерка меча говорит, что вот те люди, которые были вам противниками, которые хотели вам помешать, или хотели навредить, или хотели, чтобы вы делали так, как им выгодно, вот эти люди, они обратку получают. Это обратка врагам. Еще возьму. Еще у нас вышла шестерка пентаклей. Это карта благополучия, когда вы можете даже кому-то оказать услугу. Ну, если пожелаете, вы не должны. Но вы можете кому-то оказать услугу, потому что у вас есть достаточно финансов, достаточно денег. Поможете в чем-то кому-то, может, советом. И здесь у нас идет старший аркан — влюбленные. Вот это новый уровень. Как я сказала, по Луне это переход на новый уровень, а влюбленные просто подтверждают эту карту. Здесь новый уровень любви или новый уровень отношений. Здесь вы уже
человек, который, во-первых, стабильно стоит на ногах. Вы получили вам нужную профессию или будете получать. Вы знаете, что для вас работает, что нет. И здесь, в этом случае, вы не одна. Вы будете в паре. Если кто-то поссорился, это примирение. Если кто-то вам мешал, высшие силы от этих людей отведут. Потому что шестерка, карта влюбленная, шестой старший аркан — это защита от негатива. Потому что там у Райдер-Вейт еще есть архангел Михаил. Но здесь архангел Михаил в этом дыме, да? Защитный дым. Защитный дым. Так что там будет все хорошо. Еще вам нужно знать прямо сейчас, что кто-то вами интересуется. Это какой-то мужчина, скорее всего, умный, деятельный. А это мужчина, который, видите, показывает на книгу, говорит: смотри, справедливость. Я делаю все по справедливости. Теперь я все поменяю. Все будет так, как ты хочешь. Потому что сейчас я уже вижу, кто есть кто. Я вижу, кто заслуживает. Мужчина говорит счастья, а кто и нет. То есть это какой-то спаситель, какой-то помощник. Это либо же лицо влиятельное. Давайте две возьмем, две выскочило. Это либо влиятельное лицо, либо это ваш мужчина, который защитит вас. Королева меча, ну вот это пара, конечно. Это кто-то найдет себе пару. Очень хорошее время для знакомства, для пары. И знаете, это пара людей, которые подходят друг другу по духу. Вот вы и ваш любимый человек, вы будете подходить друг другу по духу, по энергии. Потому что очень часто мы живем с теми, кто нам по энергии не подходит. Здесь у вас тоже идет что-то у нас. Двойка пентаклей. Двойка пентаклей и королева меча. Но это два заработка каких-то. Здесь в данном случае, в этом контексте этих двух карт, королева меча это идеи. Это две мысли, две идеи, два каких-то плана, бизнес-плана. Может, это два человека, вы любимые или сын, или дочь. И оба плана сработают. Да, двойка, вот там восьмерка бесконечной удачи, а это изобилие. Оба плана сработают, и вы хорошо или заработаете, или что-то продадите, купите. В общем, здесь оба ваши плана сработают, если касательно было ваших планов. Еще вам нужно знать, что четверка пентаклей, что сейчас вам нужно беречь энергию, консервировать энергию, потому что энергия вам нужна, это своя энергия. Мы очень часто тратим на других людей больше энергии, чем у нас есть. Потому что нам кажется, что, знаете, люди важнее нас и так далее. Но здесь написано, что берегите свой ресурс, берегите свою энергию, берегите свои деньги. Не тратьте зря свой ресурс. И еще карта сила. Старший аркан выходит. Но это очень хорошая карта. Это сила, это выносливость, это прекрасный иммунитет. Кто болел, это выздоровление однозначно. Это то, что вы будете... вот как ментальный фон, да, вот как ваш менталитет, эмоции, тоже капитал такой ваш, как умственный, так и эмоциональный капитал. А также ваше физическое тело, все заодно, все вместе, так троекратно, все вместе, имеет очень сильную такую, вот, знаете, чуть ли не магическую, здесь вот магию творите, магическую силу привлечения успеха. Это восстановление сил, конечно, это прежде всего карта крепкого здоровья и уверенная походка, это уверенный стержень. То есть вот эта карта на любой ваш вопрос, который вы задали, может, в начале расклада, отвечает «да». Да, будет очень все хорошо. Но это самая любимая, потому что это пентаклевая карта. Это не то, что там меркантильность какая-то, нет. Пентакли — это, конечно, заработал, получил, это труд, который достаточно оплачивается. И здесь эта карта может быть ожидание, потому что это семерка пентаклей, это не просто пентакли, это семерка. Семерка — это ожидание успеха, это собирать вовремя урожай. Только тогда идея созрела, когда вы можете ее воплотить в жизнь. Да? К нам приходит очень много идей, и наш мозг, он не понимает сегодня, там, завтра, потому что мозг божественный, а у Бога нет времени. Время есть только в галактиках, потому что галактики, Вселенная, мы с вами — это творение Бога. А у Бога нет времени. Мы имеем ум Творца, поэтому у нас ум не понимает. Он просто строит планы, и много идей приходит. Поэтому часто приходят идеи, якобы нам, в кавычках, несбыточные. Это сбыточные идеи, но они преждевременные. Да? Нам нужно знать, какую идею я смогу сейчас притворить в жизни. Вот об этом семерка пентаклей. То есть мы выбираем плод, который созрел.
Но тот плод, который не созрел, это не значит, что он плохой плод. Он может быть самый сладкий, но вовремя. Нужно подождать, пока созреет. Так что вы здесь выбираете один пентакль, одну идею, начинаете ее притворять в жизнь, работать над ней. Пока вы над этой идеей работаете, другие идеи созревают. Вот так вот, в общем, это планы изобилия. Но двойка чаш или четверка, двойка. Вы знаете, я смотрю в зеркало, и мне иногда не очень видно, потому что я показываю ведь вам карты, правильно, для вас делаю это. Итак, это двойка чаш, это огромное счастье, это когда вы с друг другом понимаете друг друга, когда у вас есть взаимопонимание, это встреча любви, примирения. Но когда мы вот празднуем, если у вас день рождения в этот день или у ваших родных, я от души поздравляю, желаю вам счастья. Здесь будет все так, как вы хотите. Здесь вы будете очень счастливы, дорогие мои. Я так рада за вас. Вот такой расклад, мои дорогие. Так что это очень хорошая карта. Это, конечно, карта любви и исполнения всех желаний. Я желаю вам счастья. Я хочу, чтобы у вас было все замечательно. Поддержите меня в этом благородном начинании. Желаю вам счастья и поставьте пальчик вверх, если есть желание. Но это не трудно, ничего не стоит. Будем видеться, мои дорогие. Пока-пока, мои дорогие.